Эс-Алу Бакчасы. Парк культуры и отдыха города Чолпан-Ата. Идем смотреть. 3 основных правила. Не ходите, пожалуйста, по газонам, не умывайтесь, не трогайте форсунки. Да, и сразу хочется умыться. Даже в самую сильную жару здесь прохладно. И вот этот зеленый цвет воды, это очень красиво. Здесь просто отдыхаешь душой. Ну, кстати, здесь очень часто делают фотографии. То есть это место привлекает внимание не меньше, чем Иссык-Куль. Я очень часто здесь вижу девушек, пары, семьи, которые делают фотографии. Вообще, если немножко поумничать, то наверняка специалисты признали бы этот парк английским ландшафтным парком. Потому что когда все обустройство парка следует за природным рельефом, никак не изменяет то, что здесь создала природа, это называется английский ландшафтный парк, который вошел в моду в Европе в конце 18 века. Почему я это знаю? Потому что в Петербурге очень много парков, созданных именно по такому принципу. Для меня это очень знакомая тема. Но есть красота и неприродная. Сейчас подойдем к искусственному дереву. Вот юные спортсмены тоже выбирают парк культуры и отдыха. Похоже на какой-то очень старый вяз. Я думаю, задумка такова, что даже в холодное время, когда листвы не хватает, категорически можно сюда прийти и полюбоваться на это дерево. Это хорошее место для прогулок и довольно оригинальное решение с вот этим искусственным островом. За что я больше всего уважаю этот парк, за то, что здесь предусмотрены урны для раздельного мусора. Здесь по вечерам проходят концерты, танцы, караоке. И если у вас боязнь сцены, днем можно просто потренироваться, выступать перед публикой. Здесь хорошая акустика и даже есть немножко эхо. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Ну и дальше там, вы помните. Эта часть парка интересна вот этими сооружениями, похожими на юрту. Недавно нам сделали замечание, что неправильно говорить юрта, нужно говорить бөз-үй, то есть серый дом, да, по-кыргызски. Но они не серые, они вообще-то фиолетовые. Сооружения, вдохновленные бөз-уем, украшают парк, дают тень. Здесь сделана прозрачная крыша, видимо, для того, чтобы летними вечерами можно было здесь устраиваться поуютнее и любоваться звездами или просто ночным небом. Маленькие юрты. Кстати, пытаюсь вспомнить, как будет фиолетовый. Может быть, кызгылт-кök? Я перепроверю. Тогда, если я права, это будет кызгылт-кök-үй. Тоже очень люблю это место, потому что даже в самый жаркий день здесь журчит вода, и приятно здесь находиться. Вообще хочется окунуться. И вот это самая моя любимая часть парка, потому что здесь стоят скульптуры, их сделали в этом году. Группа скульпторов трудилась всю весну, вытачивались создавались прекрасные скульптуры, все они посвящены тем или иным произведениям Чингиза Айтматова. И идея расставить здесь эти скульптуры, она очень хороша. Я снова вспомню петербургские парки, потому что во времена Петра в России впервые в парках появились скульптуры. Они тогда были посвящены греческим мифам. Они были поставлены там для того, чтобы прогуливающиеся вельможи могли блеснуть своими знаниями. И те, кто не знал, например, что это за герой мифический, да, могли, наоборот, свои знания пополнить. И эта же идея, я думаю, используется здесь. Благодаря вот этим скульптурам я заинтересовалась произведением Чингиза Айтматова. На мое удивление, очень много произведений Чингиза Айтматова не о любви, а самой настоящей любви. Просто о людях и просто об их чувствах. Неважно, где они живут, в какой эпохе, в какой части света. Кстати, если вы не фанат литературы, то вы можете сюда прийти просто для того, чтобы покататься на велосипеде. Здесь есть велосипедные дорожки, можете просто походить, можете почитать книгу. Здесь вот есть такие уютные места, беседки, маленькие лавочки, тенистые закоулки, где можно просто отдохнуть.
Да, еще один деликатный момент. Здесь есть довольно просторные и чистые туалеты общественные. Одно из немногих мест, да, где можно себя уверенно и спокойно чувствовать и в качестве пешехода, и в качестве велосипедиста. Ну и если устали гулять, вот уже блестит, переливается Иссык-Куль. Здесь есть выход на городской пляж. Получается, что в одном месте вам предлагаются все варианты отдыха. Хотите, читайте Айтматова или другие произведения в тенечке. Хотите, занимайтесь спортом, ездите на велосипеде, бегайте. А потом можно окунуться в Иссык-Куль.